Путин и Зеленский пошли на условия США. Сделка с Трампом. Вашингтон, Москва и Киев заявляют о полном прекращении огня. Соглашение к 9 мая. 100 тысяч солдат на одном направлении. Массовое скопление войск России. Где точка кипения и к чему готовятся? Экстренное заседание Совбеза РФ. Эскалация и насмешка. Зеленский выпустил указ. Официальное разрешение Киева на проведение парада в Москве. Какой периметр вне зоны доступа ударов? И как отреагирует на документ РФ? Конец войны близок. Внезапное заявление о финале из Москвы. Черная овца Фица передает послание Путину от Киева и оскорбляет себя перед журналистами. Почему? Зеленский должен извиниться. Громкий скандал со страной НАТО. Масштабный пожар в Москве и эвакуация. Трамп объявил о Дне Победы над тиранией и злом в Европе. Америка рассекречивает данные об НЛО, а мужчины вредят планете больше, чем женщины. Заявление ученых. Детали. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время прятку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. День Победы, День памяти, День Европы. 9 мая во многих странах проходят памятные церемонии и шествия. В ряде государств бывшего СССР этот день традиционно отмечают как День Победы, вспоминая общий вклад народов в разгром нацизма. Внимание мировой прессы приковано к событиям в Москве, в частности к параду на фоне российско-украинской войны. В разных городах и странах сегодня организуют возложение цветов к мемориалам и минуты молчания в память о миллионах погибших. В Украине с 23 года официальной датой памяти является 8 мая. Это День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, тогда как 9 мая отмечается как День Европы. Украинские официальные памятные мероприятия прошли накануне с акцентом на память о жертвах войны и человеческих потерях без советской символики. Во многих европейских странах основные церемонии также состоялись 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии по центральноевропейскому времени. Перемирие между Украиной и Россией будет продолжено как минимум до 11 мая. Свои коррективы вносит Америка. Путин и Зеленский пошли на условия США. Об этом заявил Трамп 8 мая вечером. В Вашингтоне уточняют, будет действовать трехдневный режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая, а также пройдет масштабный обмен пленными по 1000 с каждой стороны. Инициатором является Трамп, а Путин и Зеленский приняли его условия. Надеюсь, это станет началом конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о завершении этого крупного конфликта, самого масштабного со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы все ближе и ближе к цели. Уже после этого заявления на сайте Офиса президента Украины появился официальный указ о проведении парада в городе Москва. В заявлении говорится, что Зеленский официально разрешает провести парад, учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью. Вот какая формулировка, послушайте. На время проведения парада с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения. Отмечу, что Россия также поддержала инициативу Трампа о трехдневном прекращении огня. О решении Путина заявил его помощник Ушаков. Но здесь интересен ваш взгляд на указ Зеленского о разрешении проведения парада. Как это воспримут в Кремле? Что думаете? Удар по Москве и параду, куда внезапно прибыли президенты Казахстана и Узбекистана Токаев и Мирзиёев, помимо тех гостей, которых ранее анонсировал Кремль, был бы неэффективен, и его не будет. Об этом накануне парада, после долгих разговоров и гаданий, будет атака или нет, заявил командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровди. Такой удар вызвал бы лишь медийный эффект, и о нем написали бы мировые СМИ. И на этом все, говорится в публикации Guardian, который в преддверии 9 мая и дал интервью Бровди. «Зачем тратить дроны на Великую Стену?» – сказал он, имея в виду усиленную безопасность вокруг Москвы. Если ударить по энергетике или военным объектам, это лучший удар по периферии. Отмечу, что это заявление появилось еще до того, как Трамп заявил, что Зеленский и Путин согласились на трехдневный режим тишины. При этом Путин накануне вечером экстренно собрал Совбез. Причина – массированная атака по российским городам, которая прошла накануне. Киев Путин обвинил в теракте, именно так назвав удар по Ростовскому региональному центру Организации воздушного движения.
Война в Украине близится к завершению, и конец уже близок. В этом уверен премьер Словакии Фица, который все-таки добрался до Москвы и уже накануне возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Во время интервью российским медиа он назвал себя «черной овцой», фактически паршивой, среди европейских политиков, так как он противник единого обязательного мнения. Кроме того, уточнил, что следующий шаг – это встреча с Путиным, и там он собирается призвать Москву к диалогу. Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, основное слово – диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в 100 раз лучше сидеть за столом и вести переговоры. Особое послание от Зеленского Путину должен передать Фица, который встречался с Зеленским в Армении. Эта тема накануне активно обсуждалась в мировых медиа. На Банковой на эти сообщения уже отреагировали и заявили, что Фица может обсудить с Путиным готовность Украины к переговорам на уровне лидеров. Об этом сообщил советник Зеленского Литвин. По его словам, во время разговора с Зеленским Фица интересовался дипломатическими перспективами и спрашивал, на что настроена Украина. Это цитата. В Киеве ответили, что Украина готова к содержательным переговорам ради достижения решений о мире. Путин готов говорить с Европой, но при этом не будет делать первый шаг навстречу. Об этом накануне заявили в Кремле. Там уверяют, что все переговоры и отношения свернула не Москва, а Брюссель и в целом Европа. Да, мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, настолько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем. Напомню, в ЕС при этом накануне заявили, что прежде чем разговаривать с россиянами, странам Европейского Союза нужно договориться, о чем именно они хотят с ними говорить. Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы США над тиранией и злом в Европе. В официальном документе, представленном американским президентом, упоминается, что этот триумф был достигнут благодаря, далее цитата, «мощи наших вооруженных сил и армии наших союзников». Конец цитаты. Такой дуэт позволил сломить железную хватку нацистской Германии в мае 1945 года. Трамп также напомнил о ключевых сражениях войны, высадке в Нормандии и Арденнской операции. По словам Трампа, более 250 тысяч американцев погибли в борьбе против нацистского режима, а их жертва стала символом защиты свободы и демократии. Давайте вспомним их, а также миллионы невинных душ, которые перенесли чудовищные зверства и потеряли жизни от рук национал-социализма. Отмечая 250-летие американской независимости, мы продолжаем их наследие, обеспечивая, чтобы наши вооруженные силы оставались самыми мощными в мире, готовыми защищать наш суверенитет, противостоять любой угрозе и сохранять пламя свободы, которое они так доблестно защищали. Масштабная переброска войск. Несмотря на заявление о перемирии, война пока не завершена. Украина заявляет об активной обороне. Россия перебрасывает войска. На Покровском направлении сосредоточено около 106 тысяч российских солдат. Это одна из крупнейших концентраций сил за последнее время. Украинские военные бьют тревогу, армия РФ активизировала наступление практически по всей линии фронта и проводит масштабную перегруппировку военных. При этом ВСУ заявляют, что силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают активные действия, в том числе на территории России. Сырский внезапно заявил о присутствии ВСУ в Курской области. Цитирую. Наиболее напряженным сейчас является Покровское направление, где российский агрессор сосредоточил около 106 тысяч военнослужащих. Также высокой остается активность противника на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с Россией. Отмечу при этом, что согласно данным мониторингового канала Deep State, который отмечает изменения на линии фронта, украинского присутствия на территории России аналитики ресурса, судя по картам, не подтверждают. Отмечу также, что российская сторона заявляла о взятии под свой контроль Курской области в апреле прошлого года.
Масштабное расследование. Министр готов уйти в отставку, а Зеленский должен извиниться. Скандал между Ригой и Киевом из-за беспилотников, которые ударили по территории Латвии. Вооруженные силы страны их не сбили, и именно из-за этого под каток критики попал министр обороны Спруц, который уже заявил, что готов сложить полномочия. Стороны заявляют, что дроны залетели в Латвию с территории России, и это были, вероятно, украинские БПЛА, которые, судя по заявлению столиц, сбились или были сбиты с курса российскими системами РЭП. При этом Рига возложила ответственность за ситуацию на Россию, как сторону, ведущую войну против Украины. Киев же, уверяют, готовы принести искренние извинения, если подтвердится, что это украинские беспилотники. Послушайте. При этом можно с полной уверенностью заявить, что Украина никогда не направляла никакие дроны в сторону Латвии. Мы уже выразили свои извинения всем 3 странам Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии – за непреднамеренные инциденты, вызванные перенаправлением украинских беспилотников российскими системами РЭП. Неизвестный боевой дрон всплыл у берегов страны-члена НАТО. Минобороны Греции выясняет, каким образом морской БПЛА, вероятно, украинского производства, оказался у греческих берегов. Дрейфующий возле острова Левкада надводный катер-дрон накануне заметили местные рыбаки, после чего береговая охрана экстренно отбуксировала его в порт Василики. А ранее греческие СМИ написали, что аппарат мог нести взрывчатку, а его двигатель продолжал работать в момент обнаружения. Но позже в Афинах официально заявили, предварительно внутри морского дрона были обнаружены детонаторы, однако без взрывчатки. При этом устройство было опознано как украинский дрон Магура В-3. У следствия 2 версии его появления в греческих водах. Первая – дрон шел на охоту за российской теневой флотилией танкеров, которые возят нефть в обход санкций. Согласно второй версии, беспилотный катер-дрон мог использоваться в операциях, связанных с незаконной деятельностью на море, включая контрабандные схемы. Также источник в сфере морской безопасности в комментарии Рейтер сказал, что судно могло сбиться с курса после потери сигнала. Центр Москвы в огне, улицы столицы перекрыты, проведена эвакуация. Накануне в центре российской столицы произошел пожар в административном здании города начала 20 века. Был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщили спасатели, люди успели покинуть горящее двухэтажное здание самостоятельно. Предварительно обошлось без пострадавших. Огонь охватил площадь в 450 квадратных метров. Его потушили ближе к вечеру. Причина пожара пока неизвестна, но по данным российских СМИ, очаг огня находился на 1-м этаже исторического здания, где расположены кафе и бары. Заложники освобождены. В Германии расследуют дерзкое ограбление банка с захватом заложников. Все случилось накануне в маленьком немецком городке. Грабители, один или несколько, до сих пор не ясно, захватили отделение банка прямо в центре города, сообщает Welt. Один из преступников подкараулил сотрудника инкассаторской службы и похитил у него контейнер с наличными. После этого, по данным следствия, грабители заперли 2 сотрудников, в том числе инкассатора. По тревоге были подняты все силовики, над городом кружили вертолеты, спецназ оцепил здание, через 6 часов полиция пошла на штурм. Однако внутри банка нашли только 2 запертых в комнате заложников, оба невредимы. Самих грабителей там уже не было, преступникам удалось бесследно скрыться. Вся территория тщательно обыскана, поэтому мы должны предположить, что преступник или преступники покинули территорию в какой-то момент, возможно, сразу после совершения преступления. Также было установлено, что контакта с предполагаемыми заложниками не было. ЕС тонет в бедности, каждый 5-й житель и каждый 4-й ребенок на грани нищеты. Сейчас в тяжелой финансовой ситуации живут уже 93 миллиона европейцев. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии. Особенно уязвимы матери и отцы-одиночки, а также молодежь от 16 до 29 лет. Ситуация продолжает ухудшаться на фоне различных кризисов в мире. Чтобы побороть бедность, в ЕС разработали комплексную программу. К 2030 году Брюссель планирует сократить число людей, рискующих оказаться в бедности, минимум на 15 миллионов человек, а к 2050 году полностью искоренить бедность на территории Союза. Один из пунктов этой программы гласит: качественные рабочие места для всех. Главный выход из бедности для тех, кто в состоянии работать.
Также власти ЕС обещают больше социального и доступного жилья для малоимущих граждан. С 2013 года цены на жилье в ЕС выросли на 60%. Это особенно сильно бьет по уязвимым группам. Каждый третий человек, находящийся под риском бедности, сталкивается с чрезмерной нагрузкой расходов на жилье. Почти 17% населения ЕС живет в перенаселенных условиях, а около 1 миллиона человек сталкиваются с той или иной формой бездомности. Приказ Трампа выполнен. Пентагон открыл секретный архив об НЛО. Пользователям доступны 160 файлов. Это фото, аудио и видео, на которых заметны необъяснимые аномалии. Среди опубликованных материалов фотографии миссии Аполлон-12 и Аполлон-17, когда астронавты во время высадки на Луну зафиксировали странные огни. Есть и аудиозапись, в которой сообщается о ярких фрагментах, пролетающих рядом с космическим кораблем. Также рассекречены снимки ФБР 1999 года с 2 НЛО рядом с американскими самолетами, объект в форме перевернутой капли над ОАЭ в июне 2024 года и графическая реконструкция 40-метрового бронзового металлического эллипсоида, который возник из яркого света и мгновенно исчез. Ведомство Hexet заявляет, власти больше не хотят скрывать информацию, а американцы должны сами решить, что содержится в этих файлах. Напомню, Трамп еще в феврале пообещал раскрыть данные о внеземной жизни, НЛО и аномальных явлениях. Далее официальная цитата из документов Пентагона. Собранные материалы относятся к неразрешенным случаям, то есть правительство не может дать окончательное определение природе наблюдаемых явлений. Это может происходить по различным причинам, включая недостаток достаточных данных, и Департамент войны приветствует участие частного сектора, а также использование внешнего анализа, информации и экспертных знаний. Мужчины вредят планете больше, чем женщины. К такому выводу пришли ученые из 13 стран мира. О деталях научного исследования пишет Daily Mail. Выяснилось, что из-за частых авиаперелетов, поездок на автомобилях и поездах представители мужского пола оставляют так называемый углеродный след. По сути, вредят природе, увеличивая количество парниковых газов, которые попадают в атмосферу. К тому же, говорят ученые, мужчины зачастую любители мяса. Производство мясных продуктов также создает очень много парниковых газов на всех этапах. А под удар попали и традиционно мужские сферы: охота, рыбалка, тяжелая промышленность, добыча ресурсов и даже милитаризм. Исследователи утверждают, что именно мужчины, особенно элиты западных стран, доминируют в самых экологически грязных индустриях. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. Всем мира и завершения войны. И до встречи уже завтра.